Рейс 739 авиакомпании Pacific Airlines вот-вот должен был вылететь из Сан-Франциско в Нью-Йорк. В терминале пассажиры в спешке вносили последние коррективы перед посадкой. Среди них была 7-летняя девочка со светлыми волосами и любопытными глазами, которая крепко держала отца за руку. На ней было светло-голубое платье, создающее мягкий контраст с шумной атмосферой аэропорта. Ее отец, сурового вида мужчина, оказался отстраненным, почти отсутствующим, когда лихорадочно печатал на своем телефоне. В салоне самолета бортпроводник Дэниел проводил последние приготовления к взлету. Высокий, с приветливой улыбкой, Дэниел был известен своей способностью справляться с любой ситуацией на борту, всегда сохраняя спокойствие и вежливость. Он прошел по проходам, проверяя верхние отсеки и убеждаясь, что всем пассажирам удобно. Проходя мимо 12-го ряда, Дэниел заметил, что девушка и ее отец устраиваются на своих местах. Девушка посмотрела прямо на него. В ее больших глазах отражалась смесь любопытства и чего-то большего, возможно, мольбы о помощи. Дэниел улыбнулся ей и продолжил свой путь, но ощущение, что что-то не так, осталось. Салон наполнился шепотом и приглушенным смехом, пока пассажиры устраивались поудобнее. Дэниел вернулся в переднюю часть самолета, чтобы дать указания по технике безопасности, и взглянул на отца девочки, который теперь был больше сосредоточен на своем телефоне, чем на дочери. Девушка, напротив, казалась беспокойной. Она озиралась по сторонам, словно в поисках выхода или ответа. Когда двери закрылись и самолет начал выруливать на взлетную полосу, Дэниел не мог не думать об этой девушке. Он видел много детей во время своих полетов, но в ней было что-то особенное, что-то, что заинтриговало и обеспокоило его одновременно. Когда взлет завершился и самолет стабилизировался в воздухе, Дэниел решил, что будет внимательно следить за 12-м рядом. Казалось бы, обычный полет вот-вот должен был превратиться в нечто гораздо более сложное и неожиданное. Бортпроводник, сам того не подозревая, был в начале пути, который навсегда изменит и его жизнь, и жизнь девушки. Пока самолет летел, Дэниел прошел по проходу, раздавая пассажирам напитки и закуски. Подойдя к 12-му ряду, он заметил, что девушка была более взволнована. Она огляделась вокруг широко раскрытыми глазами, как будто искала что-то или кого-то. Ее отец по-прежнему был поглощен своим телефоном, не обращая внимания на беспокойное поведение дочери. Когда Дэниел предложил ей выпить, девушка воспользовалась возможностью поговорить с ним. Она осторожно потянула его за рукав униформы и тихим настойчивым голосом спросила: «Сэр, можно с вами поговорить?» Дэниел присел на корточки, чтобы быть на одном уровне с ней, и мягко улыбнулся. «Конечно. Чем я могу вам помочь?» Девушка нервно посмотрела на отца, прежде чем ответить. «Мне страшно. Я не хочу здесь находиться», – прошептала она, и ее глаза наполнились едва сдерживаемыми слезами. Прежде чем Дэниел успел ответить, отец поднял голову, заметив их взаимодействие. Станция. С холодным взглядом он усадил дочь обратно на ее место. «Не беспокойте стюардессу Эмили», – сказал он твердым, сдержанным голосом. Дэниел кивнул и отошел, но беспокойство не покинуло его. Он продолжил обход, но внимательно следил за 12-м рядом. Что-то определенно было не так. Решив лучше разобраться в ситуации, Дэниел вернулся на свое место и стал осторожно наблюдать. Вскоре после этого Дэниел заметил, что Эмили делает что-то необычное. Едва заметными осторожными движениями она делала знаки руками, пряча их от отца. Дэниел попытался расшифровать то, что она пыталась донести, но не смог до конца понять. Заинтригованный и обеспокоенный, он решил обратиться за помощью. Во время перерыва Дэниел пошел на кухню и позвонил Саре, одному из членов своей команды. «Сара, мне нужно твое мнение по одному вопросу», – сказал он, быстро объяснив ситуацию. Сара нахмурилась. «Возможно, она пытается сказать тебе что-то важное. Тебе нужно выяснить, в чем дело, не встревожив ее отца». Благодаря новому взгляду Сары, Дэниел вернулся на остров. Он увидел, что Эмили теперь в еще большем отчаянии, ее сигналы стали более интенсивными и настойчивыми. Дэниел понимал, что ему нужно действовать быстро, но осторожно.
Он должен был выяснить, что девушка пыталась донести до него, пока не стало слишком поздно. Полной решимости помочь Эмили, Дэниел спланировал осторожный подход. Он взял блокнот и ручку и, притворившись, что принимает заказы на напитки, снова подошел к 12-ряду. Приблизившись к девушке, он быстро написал сообщение. «Ты в опасности?» Он показал записку Эмили, прикрыв ее от ее отца своим телом. «Девушка». Дэниел взглянул на записку, затем на Дэниела и слегка утвердительно кивнул. Дэниел почувствовал, как по спине пробежал холодок. Ему нужно было понять больше. Он продолжил идти по проходу, наблюдая издалека. Эмили снова начала подавать знаки рукой. На этот раз более четко. Дэниел понял, что она рисует в воздухе буквы. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы понять, но в конце концов он разобрал слово «помогите». Подтвердив свои подозрения, Дэниел понял, что ему нужно действовать быстро. Он вернулся на кухню и попросил Сару подменить его на несколько минут. Затем он направился в ближайший туалет и подождал, пока Эмили сможет встать со своего места, не привлекая внимания отца. Через несколько минут девушке удалось сбежать, и она встретила Дэниела в туалете. Ему. Запертая в этом маленьком пространстве, она наконец открылась. «Мой папа, он сделал что-то плохое. Я не хочу идти с ним. Мне страшно», – призналась она. Дэниел успокоил ее, пообещав, что она будет в безопасности. «Эмили, мне нужно больше подробностей, чтобы помочь тебе». «Что именно он сделал?» – спросил он, стараясь говорить спокойно. Эмили со слезами на глазах тихо объяснила. «Он забрал меня без разрешения моей мамы. Он сказал, что мы переезжаем в другое место и что я больше никогда ее не увижу. Пожалуйста, не отпускайте меня с ним». Сердце Дэниела сжалось. Он понимал, что ситуация серьезная и требует немедленного вмешательства. Он обнял Эмили и пообещал, что сделает все, что в его силах, чтобы защитить ее. Вернувшись в салон, Дэниел осторожно проинформировал пилота о ситуации, который связался с властями в пункте назначения. Они договорились по Сейкаире, что полиция будет ждать, когда самолет приземлится. Девушка вернулась на свое место, а Дэниел внимательно наблюдал за продолжением полета. Тайна начинала раскрываться, и напряжение на борту росло с каждой минутой. Пока самолет продолжал свой полет, Дэниел внимательно наблюдал за 12-м рядом. Ему нужно было обеспечить безопасность Эмили, пока самолет не приземлится. Ее отец, казалось, все еще не обращал внимания на ситуацию, поглощенный своим телефоном. Дэниел, стараясь сохранять спокойствие, начал делать пометки в своем блокноте, чтобы казаться занятым. Он быстро составил план действий для остального летного экипажа, подробно описав необходимость следить за 12-м рядом и внимательно наблюдать за девочкой, не привлекая внимания ее отца. Напряжение росло с каждой минутой, полет казался бесконечным, и Дэниел знал, что любая ошибка может подвергнуть Эмили еще большей опасности. Он чувствовал тяжесть ответственности на своих плечах, но не собирался сдаваться. В середине полета самолет неожиданно попал в зону турбулентности. Из-за тряски пассажиры вцепились в сиденья, а Эмили посмотрела на Дэниела широко раскрытыми испуганными глазами. Он слегка ободряюще улыбнулся, пытаясь передать ощущение безопасности. Когда турбулентность прошла, Дэниел заметил, что отец Эмили наблюдает за ней более внимательно, как будто почувствовал, что что-то не так. Дэниел понимал, что должен действовать быстро, чтобы у отца не возникло подозрений. Он подошел к Саре и прошептал: «Нам нужно сохранять спокойствие. Отец начинает что-то подозревать». Сара кивнула и начала разговаривать с ближайшими пассажирами, отвлекая внимание от любых подозрительных движений. Дэниел вернулся в 12-й ряд, на этот раз неся стакан сока для Эмили. «Вот, возьми. Это поможет тебе почувствовать себя лучше», – сказал он с улыбкой, протягивая ей чашку. Эмили взяла сок и слегка улыбнулась в знак благодарности. Уходя, Дэниел на мгновение почувствовал облегчение. Но это чувство было недолгим. Он знал, что должен быть готов к любым неожиданностям. Подойдя к кабине пилотов, он еще раз проинформировал пилота о необходимости быть готовым к быстрой и незаметной высадке в присутствии полиции.
Последующие часы были напряженными. Дэниел и экипаж работали в идеальной координации, чтобы обеспечить безопасность Эмили, маскируя свои действия рутинными задачами. Каждая минута казалась вечностью, но план был приведен в действие. С каждым шагом Дэниел все больше надеялся, что все закончится хорошо, несмотря на неминуемую опасность. По мере приближения к месту назначения Дэниел заметил, что Эмили становится все более встревоженной. Ее отец, хотя и был по-прежнему сосредоточен на своем телефоне, время от времени бросал в ее сторону подозрительные взгляды. Дэниел понимал, что время на исходе. Ему нужно было действовать осторожно. Он решил еще раз поговорить с Ишлис, которая разносила кофе в хвостовой части самолета. 1. «Сара, нам нужен план, как увезти Эмили от ее отца, как только мы приземлимся. Мы не можем ждать, пока сюда приедет полиция. Нам нужно действовать быстро», – настойчиво сказал Дэниел. Сара на мгновение задумалась и предложила: «Мы можем использовать высадку как отвлекающий маневр. Я сделаю объявление о том, что всем необходимо срочно покинуть самолет из-за технической неполадки, которая должна рассеять пассажиров и дать нам шанс разлучить Эмили с ним». «Он?» – согласился Дэниел, признавая эффективность плана. Он вернулся к проходу, внимательно следя за 12-м рядом. Когда самолет начал снижаться, он незаметно подготовил Эмили. «Эмили, когда мы приземлимся, нам нужно будет быстро уйти, хорошо? Я позабочусь о тебе, поверь мне», – прошептал он. Эмили кивнула, на ее лице смешались страх и надежда. Дэниел вернулся на свое рабочее место с тревогой, ожидая момента приземления. Когда самолет коснулся земли, Дэниел испытал мгновенное облегчение, за которым последовал прилив адреналина. План был приведен в действие. Сара сделала объявление, и пассажиры начали двигаться к выходу с большей поспешностью, чем обычно. Отец Эмили встал, крепко держа ее за руку. Дэниел быстро подошел и сказал: «Сэр, позвольте мне помочь вашей дочери сойти. Так будет быстрее и безопаснее для всех». Отец колебался, но всеобщее замешательство заставило его принять помощь. Дэниел взял Эмили за руку и повел ее в переднюю часть самолета. Его сердце бешено колотилось. Он знал, что на счету каждая секунда. Когда они вышли, их уже ждала группа полицейских под прикрытием переодетых в сотрудников аэропорта. Дэниел передал Эмили одному из полицейских и вернулся к отцу, который начал понимать, что происходит. «Что вы делаете?» – спросил отец, и в его голосе прозвучало подозрение. Дэниел сохранял спокойствие и ответил: «Мы обеспечиваем безопасность каждого, сэр. Пожалуйста, следуйте за мной». Полиция быстро задержала отца Эмили, объяснив ситуацию, в то время как Дэниел ушел с девочкой. Эмили посмотрела на него, все еще напуганная, но испытывающая облегчение от того, что находится вдали от своего отца. Дэниел почувствовал облегчение, наблюдая, как Эмили увозят в безопасное место. Он знал, что самое трудное позади, но многое еще предстояло решить. Откровение об отце Эмили и его намерениях изменило все. Теперь пришло время позаботиться о безопасности Эмили и о том, чтобы справедливость восторжествовала. Организованный хаос при высадке начал рассеиваться по мере того, как пассажиров направляли к терминалу. Дэниел внимательно наблюдал, как полицейские под прикрытием увели отца Эмили в безопасное место. Внезапно отец понял, что происходит, и попытался вырваться, сердито крича: «Вы не можете этого сделать, она моя дочь!» Эмили, услышав голос отца, спряталась за спину Дэниела, который принял защитную позу. «Пожалуйста, сохраняйте спокойствие, сэр, власти все выяснят», – сказал Дэниел, пытаясь разрядить ситуацию. Но отец не желал сотрудничать. Он боролся и сумел вырваться от одного из полицейских, направляясь к Эмили с разъяренным выражением лица. Окружающие пассажиры в испуге начали отступать назад. Недолго думая, Дэниел встал между отцом и девочкой. «Прекрати, не усугубляй ситуацию», – сказал он твердо и властно. Отец на мгновение заколебался, но его ярость, казалось, была неуправляемой. Он попытался оттолкнуть Дэниела в сторону, но прежде чем он успел двинуться вперед, полицейские повалили его на землю и быстро надели на него наручники. «Это ошибка», – он закричал.
«Она моя дочь!» Когда отца увели, Дэниел опустился на колени рядом с Эмили, которая беззвучно плакала. «Теперь ты в безопасности. Все будет хорошо», – сказал он мягко и ободряюще. Эмили посмотрела на него. Ее глаза были полны благодарности и страха. Дэниел обнял ее, предлагая утешение, в котором она отчаянно нуждалась. Он знал, что она столкнется с вихрем эмоций и что ее жизнь изменится навсегда. Полицейские вернулись, чтобы поговорить с Дэниелом. «Спасибо вам за помощь. Мы позаботимся об Эмили и обеспечим ее безопасность. Возможно, вам придется дать показания о том, что произошло во время полета», – сказал один из офицеров. Дэниел кивнул. «Конечно, я сделаю все, что необходимо». Когда полицейские увели Эмили в безопасное место, Дэниел почувствовал смесь облегчения и усталости. Ситуация была напряженной и опасной, но он знал, что поступил правильно. Он наблюдал, как Эмили исчезла вместе с полицией, зная, что еще многое предстоит сделать для обеспечения ее безопасности и справедливости. Столкновение было самым напряженным моментом в его карьере, но и самым полезным. Дэниел собирался покинуть зону безопасности, когда один из офицеров окликнул его. «Сэр, не могли бы вы, пожалуйста, пройти с нами? Нам нужно немного больше информации», – вежливо, но твердо сказал офицер. «Эмили». Дэниел согласился, и его отвели в комнату, где Эмили сидела с социальным работником. Девочка выглядела более расслабленной, но все еще выказывала признаки усталости и страха. Социальный работник жестом пригласила Дэниела сесть. «Эмили рассказала нам часть того, что произошло, но мы хотели бы услышать и вашу версию», – сказала социальный работник. Дэниел кивнул и начал рассказывать о событиях во время полета, начиная с того момента, когда он заметил это. Странное поведение Эмили и ее столкновение с отцом. Он объяснил, как девочка подавала сигналы, прося о помощи, и как он и команда планировали обеспечить ее безопасность. Пока он говорил, Эмили держала социального работника за руку, чтобы успокоить. Полицейский делал подробные записи, а социальный работник время от времени перебивал его более конкретными вопросами. «Вопросы. Вы заметили еще какое-нибудь подозрительное или опасное поведение отца во время полета?» – спросила социальный работник. Дэниел на мгновение задумался. Казалось, он совершенно не интересуется своей дочерью, сосредоточен только на телефоне. Но взгляд, который он бросил на нее, когда понял, что мы общаемся, был пугающим. Он казался скорее раздраженным, чем обеспокоенным. Офицер закончил свои записи и поблагодарил Дэниела за сотрудничество. Ситуация. Он встал, чтобы уйти, но Эмили тихо окликнула его. «Даниил, спасибо», – сказала она, и ее глаза наполнились благодарностью. Дэниел улыбнулся ей, почувствовав прилив эмоций. «Ты была очень храброй, Эмили. Теперь все будет хорошо». Выходя из комнаты, Дэниел почувствовал, что тяжесть ситуации начинает спадать. Но как только он подумал, что все под контролем, он услышал сигнал тревоги. В терминале началась суматоха, люди бегали и кричали. «Что происходит?» Он спросил одного из охранников. Была попытка побега. Отец Эмили пытался сбежать из-под стражи. Охранник ответил явно взволнованный. Дэниел почувствовал, как его сердце учащенно забилось. Он побежал обратно в комнату, где находилась Эмили. Когда он прибыл, то увидел, что девочка в безопасности с социальным работником и 2 полицейскими. Однако ее отца нигде не было видно. «Нам нужно усилить охрану. Он не должен снова приблизиться к ней», – сказал Дэниел, стараясь сохранять спокойствие. В терминале царил хаос, но полиция быстро организовала поиски. После напряженных моментов и отчаянных поисков они наконец обнаружили отца Эмили, который прятался в запретной зоне. Его снова задержали, на этот раз с усиленной охраной. Когда отца Эмили наконец задержали и увезли, Дэниел вернулся в комнату. Эмили подбежала к нему и с облегчением обняла. Он обнял ее в ответ, испытывая смесь облегчения и удовлетворения от осознания того, что она в безопасности.
Экстремальная ситуация разрешилась, и Дэниел знал, что Эмили теперь в надежных руках. Чувство выполненного долга не покидало его, когда он уходил, уверенный, что, несмотря ни на что, все будет хорошо. Когда отца Эмили наконец задержали и усилили охрану, Дэниел почувствовал облегчение. Он вернулся в палату, где находилась Эмили, теперь в сопровождении группы профессионалов, включая социальных работников и детских психологов. «Эмили, теперь ты в безопасности», – сказал один из социальных работников с теплой улыбкой. «Мы позаботимся о тебе и убедимся, что все в порядке». Эмили посмотрела на Дэниела, все еще держа его за руку. Между ними возникла молчаливая связь, взаимное понимание того, что они пережили вместе. Ее. «Дэниел, спасибо тебе за все», – сказала она тихим, но полным искренности голосом. Дэниел улыбнулся, присаживаясь на корточки, чтобы быть на одном уровне с ней. «Ты была очень храброй, Эмили. Всегда помни об этом». Когда Эмили уводили, Дэниел почувствовал удовлетворение, но в то же время и усталость. Он знал, что сделал все, что было в его силах, чтобы защитить эту девочку. Когда он наблюдал, как команда забирает Эмили, к нему подошел один из полицейских. «Вы отлично поработали сегодня, Дэниел. Я не знаю, что бы случилось, если бы вы не заметили знаки», – сказал офицер. «Я просто сделал то, что сделал бы любой на вашем месте», – скромно ответил Дэниел. Позже в терминале Дэниел увидел быстро приближающуюся женщину. Ее глаза были полны беспокойства и слез. Это была мать Эмили. Увидев свою дочь, она подбежала и крепко обняла ее. «Эмили, боже мой, с тобой все в порядке», – произнесла она прерывающимся от волнения голосом. Эмили прижалась к матери и заплакала, но на этот раз слезами облегчения и радости. «Я в порядке, мама. Дэниел помог мне». Мать посмотрела на Дэниела с бесконечной благодарностью. «Спасибо. Вы спасли мою дочь», – эмоционально произнесла она. Дэниел кивнул, тронутый этим моментом. «Она очень особенная девочка. Я рад, что смог помочь». Когда мать и дочь воссоединились, Дэниел почувствовал глубокое удовлетворение. Он знал, что Эмили в надежных руках и что ситуация, какой бы сложной она ни была, наконец разрешилась. Дэниел направился к выходу из терминала, чувствуя, как тяжесть дня начинает рассеиваться. Ночное небо было чистым, и он глубоко вздохнул, размышляя о произошедших событиях. Несмотря на трудности и опасности, мужество и решительность маленькой девочки и быстрые действия стюардессы изменили ход ее жизни. Покидая аэропорт, Дэниел знал, что этот опыт останется с ним навсегда. Напоминание о том, что даже в самые трудные моменты можно изменить ситуацию к лучшему и дать безопасность и надежду тем, кто в этом больше всего нуждается. Если вас заинтриговала эта захватывающая и полная неожиданности история, не забудьте поставить лайк на видео и подписаться на наш канал. Таким образом, вы не пропустите ни одной из наших удивительных историй и сможете узнавать обо всех последних обновлениях из первых рук. Нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления, и поделитесь этим видео со своими друзьями. Им тоже понравится это эмоциональное путешествие. Давайте вместе узнаем еще больше удивительных историй.